Ваши рыбки клевали, да вы их поймать не дали. Вот теперь сами ее и ловите, большую и маленькую. Приветствую зрителей моих каналов. Новое утро, новая рыбалка. До воды еще метров 300 снежной целины. Снег около колена. Сыпучий, идти тяжело. Основная причина, почему сюда поперся, чтобы никто не мешался. За неделю с людьми наобщаешься. Хочется посидеть в тишине. Вот ради тишины. Хорошо бы, конечно, еще и рыба клевала. Но тут уж больше от рыбы зависит, чем от меня. Судя по тому, что я со вчера уже третью таблетку от головы пью, рыбе еще хуже. Фу. Так, какие-то следы относительно недавние есть, но это не рыбаки. Это какие-то эти гастарбайтеры, которые здесь живут, наверное. Так. О, лед-то есть, только до него добраться. О, какие там сугробы уже выше колена. Я не знаю, что там видно, у меня периодически курткой закрывается объектив. Да, хорошо, я куда-нибудь еще дальше не попёрся. Какой-то там рекордсмен по снегосбросу. Ваня Циклон оказался. Да. Можно было еще ближе, конечно, пойти и не мучиться. Но как же у нас рыбалка, как не помучиться. Думается, что дальше от дома рыба клюет гораздо веселее, но не всегда. И чаще всего как раз наоборот. Выясняется, что в 2 шагах рыба была, фу, а мы куда-то уперлись, и там нет никого. Но хотелось бы, чтобы это было как-то по-другому. Так. Место здесь такое разное, потому что в какой-то год бывает, что неплохо рыба клюет, в другой год абсолютная тишина. Ну а в-третьих, сейчас, говорю, далеко идти у меня ни времени нет, ни возможности, потому что полкилометра пройти по снегу уже так себе развлечение. О, веселая сумочка с розочками висит. Красота. Так. Ну да, дураков нету вылезать. О, место интересное стало. Наверное. Только вот течение теперь вдоль берега. Вот если на этот пятак вылезти за деревья, рыба наверняка будет, но там, наверное, течение будет. Обычно было деревья вот здесь поближе. Но их отпилили какие-то идиоты, и место испортилось. Так. Так. А вот течение теперь из-за этих коряк могло уйти наоборот в те места, где мне ловить надо. Мне надо ловить было в самом конце этого места. Ветер, зараза, еще. Так. Ну, хоть на льду не очень много снега, уже хорошо. Зато есть, по-моему, каша, да. Так. Из-за снега лед тяжелый стал, просел. Его наклоняет периодически вот отсюда, я так понимаю. Ну, вот тут место интересное, теперь надо попробовать вот так вот. Если удастся дойти, то там довольно глубоко было. Сейчас не знаю, там из-за того, что деревья падают, меняется. А нам надо идти вон туда, вперед, где палочки торчат. Это не мои палочки, наверное, ничьи палочки. Но тут главное не утонуть, бляха. Лед, скорее всего, толстый, конечно. Но из-за того, что течение идет не пойми как в этом году, можно улететь вполне себе серьезно. Есть у меня большое подозрение, что пешня еще не самый лучший вариант, хотя и более безопасный, чем ледобур. Так. Фу.
Сразу видно, да, где течение кончается, где начинается бесполезное место зимой. Вот там вот это вот ровное прямое, это чаще всего без толку. А вот этот промежуток, в принципе, перспективный был. Но в прошлом году. И то я тут пару раз только нарвался. В других годах тоже бывало. Периодически заходишь, что-нибудь есть. Так. О. А, удочку забыл еще. Которая тяжелая. Ну ладно, придется ставить то, что есть. И так руки заняты были все. Фу. Зимний ледовый микроджиг забыл, который короткий спиннинг фактически. Но у меня с собой есть ледовый мормышинг. Ну и простые зимние удочки. Я думаю, мне этого хватит, потому что долго ловить мне все равно не получится, дела есть. Снег чистить. Это раз. Во-вторых, у меня есть жерлицы. Щука здесь бывает иногда. Льда тут навалом. Можно попробовать поставить, но, говорю, все зависит от наличия рыбы вообще. Так. Из-за того, что снег, тут вообще лед может неожиданно кончиться под ногами, и все. То есть сверху только корка. Если тут какая-нибудь лужа была, например, промоина. Так, потому что вот куда вот эта вот ближайшая струя идет, хрен ее знает. То ли она заворачивает, то ли она пошла вот прямо вот здесь. Если прямо, то место испоганилось вовсе. Хотя, с другой стороны, вот где я прошел, может быть, как раз самое удачное место и будет. Сейчас будем смотреть и думать, как и что. Пока я взмок только. Так. Ладно, сейчас я пробью лунки, а дальше уже будем эфир уже над лунками вести. Сказал я. Вот я сейчас вываживаю с помощью фрикциона и хлыстика. Вот вам работа ледяного мормышинка. Видно, я надеюсь. Так. Фрикцион работал, и я выматывал потихонечку, встал, что переработал этот, как его зовут, хлыстик, и отрабатывал фрикцион. И, соответственно, рыба клюнула, выволок нормально. Не очень информативно, потому что мне не видно, насколько она от меня далеко. Но вываживается фактически так же, как на летний мормышинг. В этом есть смысл был происходящего. Потому что вываживать достаточно хорошую рыбу с помощью удилища и катушки фрикциона, а не просто за леску тащить. Так, значит, надо ниже бить еще. Такой грамм 200. По сравнению с местными другими окушками, хорошая рыба. Опять окушок. О, ёрш. У нас ёрш редкой штукой стал. Так, ладно. Причем нормальный размер. Так, если бы они тут массово клевали, было бы нормально. Пока одного этого мало. Так, эти ерши с подлещиками вместе шуруют обычно рядом. Клюет на одной какой-то линии, блин. Ни хрена себе. Тихо, тихо, тихо. Ой, ни хрена. По нашим меркам вообще охренеть рыба. О, почти лещ. Ну, под лещ, конечно, полкило как раз.
Красота. Вот тебе мормышинг. Блин, причем у меня есть вот такая вот хваталка. Кто бы про нее вспомнил. Так.